Дамы и господа, здравствуйте. Мои дорогие 13 подписчиков на время съемки этого ролика. И, надеюсь, 14 подписчиков на время выхода этого ролика. По превью и названию канала вы догадались, о чем пойдет речь. Речь пойдет о дачах. Я сниму вам полный обзор нашего дачного участка, дачи растений. И в конце ролика, это я оставлю сладенькое, хейтерство. Как с 10 подписчиками мне успели столько говна написать, я потер это все. И еще, вы знаете, люди знакомые, которые меня узнали. Но об этом позже. А сейчас смотрим, и я вам рассказываю, что и как. Эти участки, нет, это игровая площадка, детям была построена, там дальше тоже игровая площадка. Давно-давно, то есть около 25 лет, если мне память не изменяет, были выделены городом через частного человека под аренду и сдана нам под дачи. Эти дачи стоят в год, кажется, около 100 евро. Нету света, нету воды. Сейчас мы спускаемся по дорожке к дачам. Это все облагородили, сами дачники, да, со временем все сделали. Можно заезжать на машине, только в субботу. Но это так коротко, завести материал строительный какой-нибудь, что-то делаешь, продукты, и машину опять выгонять. Так вот, 25 лет назад дали эти дачи, раздали. Участки. Здесь не было ни травинки, здесь только щебень лежал, шота и бурьян рос. Так как это был или гольф-плац, или какая-то для гольфа, или для чего-то игр англичан. Так как тут недалеко находилась английская часть военная, военно-воздушная ВВС, стояли Флиггерхорст, и они здесь игрались. Вот. В общем, была такая земля убитая, вы не представляете. Например, на нашей даче мы, наверное, с полметра земли довозили чернозема, чтобы все плодородило и росло. И вот выделили нам по 3, кому-то 3,5 сотки земли. И должны были все заниматься чем-то. В общем, хотели русскоязычный народ, который проживает здесь недалеко, Херберхаузен, так как там 90% было русскоязычных, занять чем-то. Заняли. В принципе, все хорошо и прекрасно. Теперь пошла речь о домиках. Этих маленьких 3х3 домиках. Производство Белоруссия. Тогда же они их и лет 25-24 года назад, не помню я, привезли как конструктор. Собирайте. Выделили деньги на краску, или краску выделили, и домики эти. И у меня дядька получил дачу, и отец получил дачу. И вот мы эти 2 дачи, это вот наша дача, и там где-то вот далеко другая дача. Работали на этих дачах. Вот эта живая изгородь, она у нас выросла за 2 года. Мы сначала сажали туи, поднялись очень высокие, красивые были, все хорошо было, прекрасно. Ну, лет 7-8 назад, или 5 лет назад, наверное, лет 7-8 назад, они начали сохнуть. Не знаю почему, витамин не хватает, еще что-то. В принципе, влажности хватает, а витамин не хватает. И вот мы прошлись по таким заборам подачным. Вот такие вот веточки я посрезал. Вот коротенькая, видите, веточка. Штук 100, наверное. Со всех дач, где вот растет такой заборчик. Буквально 20 сантиметров максимум были они длиной. И все, водичку поставили на недельку, потом в тепличку посадили, и из них 90% прижилось. Это, кстати, вы сейчас видите дом, на нем его можно, вернее, снимать в аренду. Там находится 2 туалета общественных, мужской и женский. И с этой стороны тоже 2 двери, туалет, тоже женский, мужской. Но для тех, кто это снимает, кажется, 100 евро стоит выходные. Тут находится кухня, электричество, вода. Если хотите праздновать, да, там, не знаю, до 50 человек вмещается, до 40. Можно день рождения справить, еще что-то. И все, началась у нас суматоха с дачами. Это уже теплица 3, наверное, рушили, строили. Больше делать не будем ничего. Теплицы делал я сам, с отцом, со старых окон все это было делано. Мы их собирали везде, где можно было. Кто-то отдавал, по газете стояли объявления, бесплатно отдадут. Да? Где-то я менял окна у себя тоже оставил. Подгоняли, делали. Ну, вот такие получились у нас теплички. В тепличках у нас помидорки. Мама уже их
Заглянем внутрь. Листву оборвало все. Нету урожая в этом году вообще. У нас вообще такая жара стоит. Второй месяц дожди идут и 20 градусов, 18 градусов. Никогда не было. Сажаем все, то, что для души, не для того, чтобы набрать. Пройдемся. Лучок-мучок, тыковки, помидорки. Еще одна тепличка с ободранными помидорками. А эти помидорки на улице растут. И сегодня собрать на помидорках будет. Вот видите, все по-русски. Здесь также до сих пор 90% русскоязычного населения на дачах. И это? Что это? О, это лавровый лист, папа говорит. Он лавровый лист посадил, посмотрите какой. Ну, я еще не видел, правда, как лавровый лист растет. Передай привет всем. Всем привет. Вот, вам всем привет передали. Это орех. Очень давно, тоже, наверное, лет 18 назад посадили его. Ну, урожая много дает, несколько ведер собираем. Хазельнус. Ну что, друзья, прервали меня. Продолжим экскурсию по нашим 3 соткам. Лучок-мучок. Как они там кричат все. Тепличка. И опять тут у нас растет. Угадайте, что это растет. Свекла это растет. И там немножко картошечки. Ну, как я сказал, это, знаете, так просто для души сажают. Ну и виноград. Виноград, конечно, это что-то. Но не каждый год вызревает. В этом году вряд ли опять он вызреет. У нас нету солнца. Это второй месяц почти нету солнца. Погода, как я говорил, 18, 20, 22. Посмотрим. Может, даст Бог и вызреет. Смотрите. Плодов много. Кто-то гонит. Плодов много. Такой шикарный виноградик. Поспеет, хорошо, нет. Это не другой сорт. 2 года назад, кажется, куст сажали. И этот куст 2 года назад. И эта вот лоза, конечно, уже очень старая, ей лет 17 уже. Это вот вся беседка на этой лозе получается. И вот туда это все идет. Так, продолжаем экскурсию. Кактус. Ну, это мама с дома принесла, говорит, выживет, сдохнет, черт с ним. Так, поехали. Тут у нас шашлычок. Шашлычок сегодня будет немножечко. Опять виноград. Гриль газовый. Редко пользуемся, так как на гриле... Ну, мне вообще на газовом гриле не нравится, да, шашлык и мясо. Это моя коптилка. И здесь у нас гриль сразу. Печка, казан, чтобы готовить плов. Плов по-узбекски. Казан тоже есть. Так, дальше переходим. Участочек. Колодец. Колодец это не от трапа. Копали. Я лично копал, лазил туда. Вставляли пластиковые бочки. Я вам сейчас покажу, что за бочки. Вырезали дно. Вот такие, как там вот синие бочки стоят. Вырезали дно и сверху крышку и вкапывали. И сверлили в них дырки. Ну, вода дождевая собирается для полива. Да, это, скажем, не питьевая вода, для полива. Также присутствует здесь у нас 1 слива, орех, 2 вишни и 3 яблони. Яблоня это поздняя. Вот это тоже будет немного попозже. А это вот скоро будет уже зреть. Смородины, несколько кустов. Хорошо плодоносит. Каждый год и замораживаем, и варенье мама готовит. В общем, все хорошо. Здесь у нас больше такое то, что складируется. Лопаты, от глаз скрыто, грабли. И огурчики. Это как бы не настоящая такая теплица, подобие теплицы, пленкой обшита. Вот эту можно снять, опустить вниз, и будет закрыто. Без тумана только, да, чтобы защищать. Если туман садится, то чернеет все. И опять виноградик. Виноградик. И смотрите, я вот вижу, все, пропадает виноград. Нету солнца. Смотрите. Да. Очень жаль. Тут тоже вот. Очень жаль. Ну, вот такой вот у нас участок на 3 сотках. Все это делалось в течение 25 лет. Дорожки, все это переделывалось, платы вытаскивались, заново ложились. В общем, тут такая демография была стройки. Только домик на одном месте стоял. Ну и что, и прогуляемся мы сейчас
домик, ну ничего необычного нету, да. Сам дом, это вот начинается отсюда и идет до конца, 3 на 3, то, что я говорил, с Белоруссией были. И такой пристрой небольшой мы сами сделали. Тоже я сам это делал, с отцом все делалось. Кухонка, только то, что нужно, да, скажем, газ стоит и больше ничего не надо. По электричеству я разобрался таким макаром. Так, включим свет. У меня стоят солнечные панели. Здесь стоит преобразователь и от солнечных панелей регла. И 2 аккумулятора. Хватает. В принципе, нам хватает, чтобы пользоваться электричеством. Так, холодильника тут нет, такого нет. Дом, квартира рядом, буквально, скажем, там 500-700 метрах. Так что тут только летом, днем проводим время и все. И лука-чеснок наш. Лука-чеснок. И сам вот домик внутри. А тут сейчас такой развал. Мы полы меняли 2 недели назад. Подгнивать начинает, да, ну 25 лет, да, уже. Вот там досочка, если черная, подгнивать начинает, тоже поменяю. И там полы я менял, все срывал, пол весь. Вы знаете, стоит на платах, лаги сделаны, подложено, руберой подложен, дах папы, все хорошо. Но крысы как-то пролезли под низ между полом и платами, нанесли туда земли, кучу земли вдоль лак. И что, и начала гнить все. Алло. Начало гнить, и пришлось нам все это дело менять. Ну, теперь мы закончим с обзором дач и перейдем мы к хейтерам. Я поудобнее сел. Надеюсь, меня вам хорошо слышно. Теперь поговорим о хейтерах. Почему я завел этот канал? Так как у меня есть 6 каналов. 6 каналов, которые монетизируются благополучно, поверьте мне. Один канал назывался у меня «Влоги от Сереги». Ну так, да, шли подписчики, там 1000 набрал, 1500, 2 набрал. Снимал также дачу немножко про свою жизнь, лодка, рыбалка, покатухи, Швеция, Норвегия. Ремонт квартиры на острове, там на острове еще в Германии на Балтике квартира. Для путешествий, так это отдыхать, скажем, как дача вторая. Настоящая нормальная квартира. Все снимал, на дроне летал. И вы знаете, я стал получать негативные комментарии. Но негатив, ладно, оно присутствует везде, я не оспариваю, надо принимать это, да, если ты ведешь канал, это надо принимать. Но мне стали вот писать дай, который, дай. Вы, думаю, догадались, о ком я говорю, о ком идет речь. Так как я не хотел мешать политику, вообще вмешивать. В общем, мухи, котлеты, должно было все отдельно быть. Я не хотел вообще политикой мешать каналу. Ни шортами, ни видео, роликами, никакими, ничего. Но понимаете, они мне постоянно писали, да, они, ну, просто выводили, доводили, чтобы я как-то ответил. Я снимал там в одном магазине ролик. Это магазин для предпринимателей, где, ну, не всех пускают только есть специальная карта. Я, кстати, шорт уже выставлял где-то там, может выскочить у вас. Про этот магазин короткий делал обзорчик, так, алкоголь, мясо, сосиски, колбаски. И то, что всех не пускают туда, пускают по карточкам, кто предприниматель, маленький, большой, фирма, у тебя разницы нет, ты оформляешь себе карту, то и заходишь, да, можешь закупаться. И вот они до нас везде пускают, да, нам все можно, ну и меня, короче, сорвало. Я снял шикарный ролик такой, ничего вот вам нельзя, и с санными тряпками вас отсюда уже гонят. Все. Ну это правда, это так и есть. Я про Европу говорю, ну так и есть. И начал я такие вот ролики снимать, шорты. Подсел я на шорты, которые политические. Нарезал политических деятелей, я не буду озвучивать кого. И просыпаюсь утром, у меня 10 тысяч подписчиков, следующее утро 20 тысяч, 30 тысяч. И канал, в общем, порос. Растет канал, до сих пор растет. Сам я там редко, я появляюсь, но очень редко снимаю. Норвегию был, снимал, но видео не просматриваются. Совсем видео не просматриваются. 80-100 просмотров, да, там 1000, если наберет, это очень шикарно. Так как я смешал, во-первых, обычные влоги с политикой, и теперь все подписчики, они сидят все на шортах. Им подавай политику, ему давай что-нибудь новенькое, что вышло,
шорты хотят смотреть. А то, что я выпускаю, нет. Я решил поэтому открыть новый канал. Влоги от Сереги был, поэтому влоги с дороги назвал его. То, что вот брело, то и назвал. О хейтах и хейтерах. Имея 8 или 10 подписчиков на этом канале, я получил 2 сообщения. Меня назвали, уже обозвали то, что я бестолочь, или бездарь, или как, или короче, лентяй. Все это папа тут делает на даче. Ну, это какая-то Таньяша, я даже не могу выговорить. Я их стер, убрал. Ну, не понравились мне они, это какой-то злобный человек, нехороший. Нет, вот я обращаюсь к тебе, Таньяша или Таньеша, кто ты там, Яша, Маняша. Это построил, я скажу, я это построил. Папа мне больше помогал здесь. Все то, что связано с камнями, с деревами, копание колодца, со всеми постройками, теплицами, это построил все я. Да, и я не боюсь говорить слово «я», хотя буква «я» это последняя буква в алфавите, как вы это знаете. Отец мне помогал, много помогает, он всегда помогает именно постройки. К зелени я руку почти не прикладываю. Я не буду оспаривать, это все занимается мама и папа, да. По большому счету мама, конечно, там помидоры, отец больше виноградом, я по осени помогаю с виноградом, подрезка, если сок, вино делать, что-нибудь такое, да. Яблочки, если деревца подрезать немножко, да, забор косить раза 3 в год, это делаю тоже я. Он только помогает убраться, там лесенку подержать, еще что-нибудь. Вот. Но такие комментарии, да, ну, они непозволительны просто. А я знаю, кто такое пишет. Я не знаю этого человека, в принципе. Она меня вроде как бы знает. Или же это владельцы дач, которые тут живут, и у которых ни хрена нету. Можно прогуляться и покажу вам дачи. А может не покажу. Там срач. Там полный срач. Там ничего нету, да. Они бухают. Ну, сейчас уже не так мало, те года. Бухают. Всю ночь орут, жрут. По утру потом идут домой. В общем, все мы не без греха, алло, мы все выпиваем, и я выпиваю, да. Но все надо делать с умом, культурно. Потом они дрюкают своих мужей, типа вот, сделай то, посмотрите, сделали. А они мужья, ну не хотят делать, да, посылают, да пошла ты, говорит, Танюша, Таньяша или как там, Таяша. Сама делай хочешь. Они озлобленные, это просто тетки озлобленные, да, на свою жизнь. И потом вот начинают ходить по дачам, во-первых, начинают, это у тебя много построено, это нельзя, туда есть регламент застройки, сколько можно бетона, сколько плат можно положить, как и что, да, сколько травы должно быть, это все есть. Ну вот начинают привязываться, так как сами не смогли сделать ничего, добиться, и начинают ходить по людям. Так что вот такие вот делишки. В общем, в семье не без уродов. Ну, надеюсь, вам мой ролик, этот первый ролик полноценный, понравился. Те, кто посмотрел до конца, огромнейшее вам спасибо. Понравился? Подписывайтесь. Ну, мимо пройдете, значит мимо пройдете. Не обижусь. В принципе, канал русскоязычный. Транслироваться он будет, скажем, на процентов 80 для россиян. Сам я приехал с Казахстана. Я родился в Алмате. И почти ребенка 18 лет мне было. Мы приехали в Германию, да. Вот. В России я часто раньше бывал, Петербург, Псковская область, Карелия, Северная Карелия, рыбалка, охота, друзья живут у меня там. Планирую, может, скоро съезжу я в Петербург, съезжу, также в Карелию скатаюсь. Не проходим мимо, лайки, комментарии, ну все, что для ютуба положено. Скоро будет Швеция, буду также шотсы для вас снимать, всю дорогу буду снимать, будет много говорилок, разговоров, будет рыбалка. Туда езжу рыбачить на Кунжу. Ну, не то, что прям ловится, да, ловится. Можно за день поймать 3-4, можно за неделю ни одно не поймать. Ну, в прилов идет щука. Очень огромная щука у меня был. Трофей мой 16 килограмм. Это я поймал буквально вот на такой воблер. Не поверите, наверное, сколько ему там, сантиметров 5-7 он был, да, воблер. Такой воблер, и я не использую никогда остальное в форфах. Только что-то на рыбалке пошли. Все, хорошо. В общем, всем огромнейшее спасибо, кто досмотрел. И кто не досмотрел тоже, хейтеры, вам тоже спасибо. Теперь я не буду комментарии стирать, пускай все висит. И я надеюсь, этот канал останется влогами и не перерастет ни в какой политический канал. Все, всем удачи и до следующего видео.